Друзья, если у вас нет возможности читать рассказ Эрнеста Сеттон Томпсона «Лоба», смотрите это видео. Это история о том, как люди охотились на волка по имени Лоба. События происходят на юге США в конце 19 века. Рассказ ведется от первого лица, потому и я буду рассказывать от первого лица. Итак, в северной части Новой Мексики, которая называлась Курумпа, жил большой старый серый волк Лоба. Он был вожаком стаи. Местные пастухи хорошо знали Лоба и всегда приходили в ужас, когда он вместе с другими волками появлялись в долине. Лоба был хитрым и сильным, но его стая была небольшой, всего 5 волков. Странно. Обычно у таких волков, как Лоба, стаи были большими, а тут всего 5. Но зато крупных и верных. Пастухи никак не могли убить хоть кого-то из стаи Лоба. Перепробовали разные методы. На протяжении 5 лет каждый день волки убивали одну корову, а это значит, что за весь период около 2000. Причем убивали всегда лучших коров из стада. Больных, старых и грязных они не ели. Гурманы, блин. Овец даже не ели. Так, ради развлечения убивали. Однажды ночью 2 волков из стаи растерзали 250 овец и даже их мясо не попробовали. За голову Лоба была назначена большая премия. На людей с ружьями он не нападал, а травы он избегал, потому что всегда ел мясо только тех коров, которых сам убивал. Однажды ковбой видел, как стая убила одну корову. Он прогнал волков, насыпал яд на мясо и ускакал. А на утро увидел, что волки съели только те куски мяса, на которых не было яда. Вскоре награда за Лоба достигла $1000. Никогда еще так дорого не оценивали волка. Потому многие охотники приехали в Курумпа, чтобы поймать Лоба. Из Техаса приехал некий Теннерей. Взял с собой ружья, лошадей, свору волкодавов. У себя дома он много волков убил, потому не сомневался, что и Лоба легко поймает. Утром взял собак и поскакал на охоту. Волкодавы быстро нашли след. Теннерей увидел вдали волков, но поймать их не смог. Вечером охотник пересчитал своих собак. Вернулись не все. Осталось 6. Причем 2 были сильно изранены. Теннерей все же еще дважды выезжал на охоту, пока не погибла его лучшая лошадь. Она разбилась. Тогда он плюнул на эту затею и вернулся в Техас. Приезжали и другие охотники, но вскоре тоже уезжали. Ферма Джо Каллана стояла среди скал. Очень близко от фермы Лоба и волчица Бланка устроили логовище и вывели детенышей. Они прожили там все лето, истребляя коров, овец и собак фермера. Я слышал от ковбоев об этом волке, но не верил им. Когда-то давно и я сам охотился на волков, потому, когда меня на свою ферму в Курумпа пригласил приятель, я согласился, чтобы самому убедиться в существовании знаменитого волка. Первым делом я поездил вокруг, чтобы увидеть местность. Я понял, что в скалах за Лоба нужно охотиться не собаками и лошадьми, а капканами и отравой. Я много раз посыпал разные виды мяса отравой. И никогда Лоба не попадался. Я так извращался. Пользовался костяным ножом, чтобы не было запаха металла. Надевал перчатки, чтобы не было запаха человека. Старался не дышать на мясо. Все без толку. Более того, Лоба издевался надо мной. Он собрал все куски отравленного мяса, сложил их на одну кучу и наложил на нее своих кирпичей. Ну не засранец. Еще одна история. Однажды ночью 2 пастуха проснулись от нападения волков на их овечье стадо. Овцы тупые. Они всегда ориентируются на лидеров. Сами не думают. А таковыми лидерами среди овец являются козлы. Так вот, Лоба сразу напал на всех козлов и убил их. После этого овцы разбрелись по округе. И их долго искали пастухи. А находили в основном мертвых. С 2 помощниками я целую неделю расставлял капканы. Лоба их находил и аккуратно разрывал землю,
чтобы другие волки видели их. Он был очень умен. Некоторые пастухи даже говорили, что он оборотень. По следам стаи я обратил внимание, что иногда небольшой волк бежал впереди вожака. Это было странно. Пастухи мне сказали, что это Бланка. Тогда все понятно. Своей самке Лоба позволял больше, чем другим волкам. Я задумался, как этот факт можно использовать. Я зарезал корову и поставил возле нее 2 капкана, хорошо заметных. Отрезал ей голову и положил ее отдельно. При этом окружил голову 6 хорошо спрятанными капканами. Взял лапу шакала и оставил ею много следов возле капканов. На утро мы пошли проверять капканы. И бинго, один волк попался. Мы пошли по следу и через милю увидели Бланку. Она с капканом тянула голову коровы. Бланка была ослепительно белой. Очень красивая волчица. Она повернулась к нам и завыла. Так она звала на помощь. Мы накинули ей на шею лассо и убили. Потом ее тело привязали к лошади и волокли по земле. Целый день мы слышали жалобный вой Лоба. А особенно он завыл, когда оказался на месте гибели подруги. Потеряв от горя свою рассудительность, он пошел по ее следу прямиком к ферме. Одну собаку загрыз, но в один из моих капканов попался. Ему удалось вырваться из него. Я понял, что протупил, когда убил Бланку. Нужно было взять ее живой и использовать как приманку. Я расставил 130 капканов, отрезал лапу Бланки и сделал ею линию следов на капканах. В первый день я не успел осмотреть все капканы, а на второй день я увидел Лоба. Он попался. Любовь или привязанность его погубила. Когда я к нему приблизился, он завыл, звал на помощь свою стаю, но никто не пришел. Лоба бился до конца, огрызался, кусался, рычал, но... «Прости меня, но я должен тебя убить», — сказал я ему и набросил на шею лассо. Лоба с легкостью перекусил веревку. Я не хотел стрелять из ружья, чтобы не портить его шкуру. Потом вернулся на ферму за ковбоем и новым лассо. Мы не стали его убивать. Обвязали пасть и лапы веревкой и забросили на лошадь. На ферме я осмотрел волка. На нем было много боевых шрамов. Я надел на него ошейник с крепкой цепью. Он стал ко всему безразличен. Мясо не ел, воду не пил, стаю на помощь не звал. Лев, когда теряет свою силу, орел, когда теряет свободу, и голубь, разлученный с подругой, умирают, как говорят, от разбитого сердца. Лоба перенес тройное испытание. Он потерял и силу, и свободу, и подругу. Когда настало утро, он все еще лежал спокойно, точно отдыхал, но уже был мертв. Я снял цепь с его шеи. Один из ковбоев помог стащить труп под навес, где лежали останки Бланки. Мы положили его рядом с ней, и ковбой сказал: «Теперь никто вас не разлучит». Вот такая история, друзья.